Обратите внимание, 16 плюс контент. Дисклеймер. Хо-хо-хо. Всем привет! И мы сегодня с вами продолжаем записывать Алана Вейка. Это уже, наверное, 5-я часть. Давненько меня не было. Ну что, погнали. Я же даже сам забыл, где мы остановились. Так, это мы с вами топаем. Ну мы типа возвращаемся. Вроде Ctrl, да? Дополнительно исследовать ранее затопленную местность, вернулся в Red Falls. Все, поехали. Так, буквально. Таймер выставил. Бывает, забываю. Так, правильно ли я иду? Да. Так. Ага. С-очка. Что? Что? Волки? Понял. Слышь? Где ты? Even the animals are turning into monsters. О, ужас. Волчара-то за что? Не, я ко всему был готов, но... Ну, ворону там, типа. Че, есть смысл туда вообще идти? Ну, комната отдыха, сейф. My name. Так, сохранение. Где? Ну, пускай будет здесь. Почему только 3 ячейки? Страшно-то как. Ужасы. Нам надо к парковке выйти. Здесь, скорее всего, мы не поднимемся. Значит, мы идем сюда. На развилке пойдем сюда. И... угу. Либо здесь проход. Ну, тут я уже не знаю. Как-то так. Ну, пошли. Что делать-то? Так, я смотрю на развилку, да, которая идет в тупик. Значит, нам надо идти сюда. Бегает она бесконечно, надеюсь. О. Прикольно.
Я, возможно, погорячился, что пошел сразу сюда. Но что-то мне подсказывает, что нам надо прямо сюда. Че, пойдем посмотрим? Так, Мортар Фоллс. Это невероятное чудо природы, будоражит дух и задает атмосферу всему пейзажу. Бушующие воды у подножия водопада напоминают ступку пестик, подобные тем, которыми по преданию пользовалась ведьма с озера Колтран, чтобы летать по ночному небу. Где штука и пестик? А, ну по факту. А, о. Палаточный лагерь у озера Колтран. Надо еще ближе. А как? Ну тут нет. А, все ясно. Как светлает уже. Так, мера пик мы уже читали, могучая гора вдали. Я так думаю, пока не стоит ничего взрывать. Нам типа сказали исследовать то, что было затоплено. Я так и не понял, что. Мы тут, в принципе, везде полазили. Может быть, вот здесь проход? Это что? Газетная вывеска. Хаос на озере Колдрон. Бесчинство в съемных коттеджах
поздним вечером неизвестный напал на отдыхающих. В воскресенье приятному летнему вечеру, посвященному барбекю и рыбалке, положил конец загадочный незнакомец, напавший на посетителей парка и разгромивший коттеджи. Пострадали 3 человека, одного из них пришлось госпитализировать. Местным жителям остается лишь гадать, пойман ли злоумышленник. Полиция... Я потерял где? Полиция до сих пор не сделала официального заявления. Свидетели преступления глубоко потрясены случившимся. Один из них, Курт Милл, заявил: «Мы просто отдыхали, смеялись и жарили зефир у костра». А потом со стороны коттеджа донесся крик. Мы поняли. Понятия не имели, что происходит. Так что вызвали полицию и убежали подальше. Другой свидетель, который предпочел остаться анонимным, сообщил: «Не понимаю, откуда взялся. Моя собака вдруг начала лаять, как ненормальная, и этот жуткий тип рванул в нашу сторону. Я теперь в лес ни ногой». Представитель владельцев съемных коттеджей, также пожелавший остаться анонимным, напоминает клиентам: если вы собираетесь в этом сезоне отдохнуть в одном из наших очаровательных домиков, просьба выйти на связь. Возможно, выбранный вами коттедж пришел в негодность, и мы закрепим за вами другой. Далее. Представитель рекомендует будущим гостям ознакомиться с брошюрами компании и ее сайтом, который чудо как хорош, очень современный. Его сделал мой племянник, настоящий компьютерный гений. Правда ли походы помогают от депрессии? Сейчас в разгаре солнечный июнь, но пора уже призадуматься о горящей, унылой осени. Грядущей. Горящая осень. Вы не ослышались. Да, мрачных депрессивных дней осталось совсем чуть-чуть. Как у нас с витамином D? Не забывайте принимать? Скорее всего, забываете. Наверняка вы подозревали, что существует достойная альтернатива таблеткам. И да, мы припасли для вас отличные новости. Ученые утверждают, что выбраться в походы полезно для физического и психологического здоровья. Так что вперед! Прихватите с собой фонарик на случай, если стемнеет. На тропе найден пропавший доберман. На выходных миссис Аманда Смит наконец-то воссоединилась с любимой собакой по кличке Кофейное зернышко, КЗ. Как называют пса хозяйка КЗ, короткое замыкание, пропал на 3 дня, и миссис Смит опасалась, что никогда больше не увидит своего лучшего друга. «Когда мне позвонили, я ушам своим не поверила», — рассказала она. «Я, кажется, раз 7 или 8 переспросила, не сплю ли я. На самом деле она задала этот вопрос 9 раз», — подтвердил рейнджер Стивенсон, который обнаружил пропажу. «Такие звонки в моей практике случаются нечасто и доставляют мне море радости. В окрестностях полно хищников, и обычно мне приходится сообщать хозяевам, что их собаки мертвы, коты съедены, понимаете. Было так здорово для разнообразия поделиться хорошими новостями, даже несмотря на то, что выглядит кофейное зернышко неважно. Шерсть, конечно, отрастет, но ладно, больше мне сказать нечего». Виртуальная чемпионатка по выпечке из Брайт Фоллс. Семья маленькой Салли Аптон торжествует. На выходных девочка одержала большую победу. Может быть, она играла в футбол или теннис? Нет. В нашем дивном новом мире возможны победы и в дисциплинах, существующих только в виртуальном пространстве. Соревнование носило гордое название «Пекарь-суперзвезда». А чё не... в котором участники соревновались в приготовлении вкуснейших сладостей для своих виртуальных студий онлайн. Брайт Фоллс поздравляет Салли с ее большой победой. Ну это же бред.
Че заскочим? Если можно, да? Погнали. Угу. Все закрыто и опечатано. I need bolt cutters. А, не был как-то. Ничего не тыкается. Эх, вот они, путешествия по лесу. Что? Я это вижу. Так, но мы перелезли, да? Все, нам осталось дойти до самой парковки. А тут можно дойти? А тут навряд ли, тут у нас закрытая. По идее, вот здесь вот дверка. Ага, нам нужен болторез. Че, игра с открытым миром, что ли? Как я пойму, где сюжет? Ну, типа, гонять там. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. Приведите себя You в can порядок. freshen up there. Позже поговорим. Короче, опять звук отстает, как обычно. And then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Так, Love you. погоди. Логан — это девочка? Я почему-то думал, что это мальчик. И я такой... Что, товарищи? Федеральные агенты. Что мы тут имеем? Это же сам Алан Уэйк, который пропал 13 лет назад. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. Блин, надо было The обложку dark сделать. presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Макс Пейн там угорает вообще. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense.
Надо что-то. Скриншот замутить. I remember. Да, блин. I remember. Ладно. И чему это нас приводит? А мы сейчас будем зала на Wake играть, да? Может, позвоним вашим близким? Головой. Может, вы расскажете, где вы пропадали? 13 лет. О, это же тот момент, когда он был у этого, на телевидении. В первой части, да? Что-то спутано. Ну, я вот это сделаю. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Че, посмотрим, да, Ребзи? Had I already done the show? Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. А, это типа он вернулся. Oh man, it is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so Ну, long там to это get my Quest hands on of the the sequel Fall to the был, да? origin. Группа. You left us on quite как the они там? cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. Initiation. What? Что? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right?
Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Ну, получается так. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I kept expecting to disappear once this scene ends. Нормально так. Нормально. Кто-то говорил всю Hello? игру в лесу бегать. Смотрите, и я уже... О, это же I'm losing Нью-Йорк. it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Так, мне нужно вернуться домой к Элис. Уши зашевелились, понимаете? What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Угу. Ну это понятное дело, что ты никогда не писал эту книгу. Под названием «Инициатива». Угу. Как обычно, все закрыто. Узкие коридоры. Нет. Такое мы сразу сейчас не Hey! I think I've been locked in. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Блин, Great. так I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Моя интерпретация множества миров. Доктор Каспер Дарлинг. Там кода нет? Вон там что-то. Так, Old Gods of Asgard. Угу. Старые боги Асгарда. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. В смысле? Ты что? А тут будет как оно? 665. А? Ой, простите. Там точно не цифра. Я думал, тут можно что-нибудь включить. Ладно. 665, да? Последнюю цифру угадай сам. Так, F. Трехзначный пин-код. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. А чё? Даже посмотреть не дали. Ого, тихо. А то я тут стулом по столу искры высекаю.
was something in the studio with me. I had to get out. Завлечет. Ритуал, который завлечет. Завлекательные ритуалы. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Часть первая. Вечернее шоу. Почти. Берегись скретча. Элис. Кошмар наяву. Во время ток-шоу меня не отпускало ощущение, будто я дома в Нью-Йорке, но это была лишь игра моего воображения, и я застрял в темной обители. В пугающем мире за пределами нашей реальности. Убежищем меня служила комната писателя. Что ты там сказал? Моя рукопись взяла на мир, влияла на мир за пределами этого помещения. Я писал роман «Инициация». Подожди. Инициация? Или инициатива, он сказал. Ладно, с помощью которого надеялся выбраться из темной обители. В поисках способа бежать отсюда я вписал себя в собственный роман. Я искал выход вновь и вновь, но все мои попытки были тщетны. Темная обитель не желала меня отпускать. Все, что говорил Дор, казалось правдой. Это вышло из-под моего пера, или мне кто-то помог. I had to keep writing. Темная обитель, ловушка, нужно писать, чтобы выбраться. Погоди, ты успеешь пописать. Чё он не играет? Ну блин, это же так интересно. Понятно, то есть выхода у нас нет. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Не, ну Б3 было выхода добросить. Я проснулся. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. We'll treat all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who is Sam giving Lake. thanks to the famous detective in the film series. And of course we have
Alan Wake here. Можно на это Best посмотреть? writer, the books, the films are based on. Let's do this! Блин. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Что? Sorry, what? Что, простите? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? Я же говорю, это Макс Пейн. He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? А все. И снова здравствуйте. У меня, в принципе, каждый день так проходит. Так, тут ничего не изменилось, кроме... Не помню. Так, ну то моргает. 5, 6, 5. А я думал, почему-то 5, 6, 6 там будет или... Понял. Прикольно. Так. У нас все повторяется, только этот телевизор не робит. Сейчас будем походу убегать. Страшно. Все, значит, нам сюда. Опять. Угу.
Ah, Lorraine! There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Обувная коробка, инструмент. Это у нас типа выключатель. Ну давай. Сюда свои ключи. Пошли. Странно, у них зеркала. О, наконец-то есть карта студии. Ой, блин, напугал. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Короткий путь в подвал. О, комната Алана Вейка.
Да. Что это обозначает? Обозначает лампочку? Я не хотел. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? Серьезно? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Прикольно. А вот эту можно зарядить? I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Выходил бы сильнее с этой лампой. Фига же не видно. Так, если я кекну или какну, я в этом не виноват. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing.
but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral into darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Да нормальная игруха-то, ё-моё. Нормально. В принципе. Сейф был. И на этом у нас с вами сегодня все. Немножко подзатянулось наше видео. Но мы прошли очередную главу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Вот, это так. Спасибо за просмотр. Пока. Ты что, думаешь, что я глупой? Вот так, да? Я не знаю. Round. Uh-oh.